Всем привет, с вами Игорь. Сегодня мы попробуем еще один способ использования солнечной энергии напрямую с панелей, без всяких инверторов, аккумуляторов и всей этой дорогущей дополнительной техники. Итак, что у нас есть? У нас есть вот такая вот электроплитка. Ну, пока включу, пускай нагревается, я буду рассказывать. Сделал я вот такие две штучки электроплитки. Ну, это обычная электроконфорка. Вот это вот 1,5 киловаттная. Вот 1 киловаттная, видно меньше, да? Вот. Металл я взял, это у меня крылья от мотоблока. Они у меня не задействованы, я без крыльев культивирую, езжу, как бы валялись. Вот. Крашеный металл, нормальный такой, я тут вырезал под кружок. Вставил кружок, автомат с моим любимым подключением. Там у меня есть видео, кто первый раз смотрит мои видео, вот это видео, то там в видео есть, как отключать и включать, ну, отключать мощность большую, постоянку, через обычный автомат, там таким последовательным, хитрым подключением. Такие ножки сделал. Вот. Тут вот этот кружок я пока что еще не прикрутил, но думаю его на вот этот вот штырь, он уже греется, подвесить как бы между двумя гаечками, потому что тут тепло идет и как бы на стол оно, ну, стол так нормально греется. Вот это нежелательно. Вот. Вот такая вот электроплитка. Шнур, выключатель, металл и конфорка. Конфорка тут не знаю, видно там, ну, вот это, вот так вот, на 4 выхода. Ну, то есть тут так электроплитом такие идут, они там, можно их подключать на разную мощность. Больше, меньше. Так, что тут у нас? Конфорочка греется, ставим сковородку. И будем жарить картошку. Да. Так, пускай пока сковородка разогревается. А мы пойдем посмотрим, что у нас делается на контроллере. Сейчас я нажму паузу. Там насколько просело напряжение и все такое. Итак, я возле контроллера. Ну, мы видим, сейчас солнечный день. Все ступеньки включились. И у нас напряжение, ну, я включил электроплитку, и оно просело до 154 вольты. Выключилась последняя ступенька, и оно подскочило до 185. Ну, это еще нормально. Более-менее 185 вольт, в принципе, можно жарить. Но для ускорения процесса сейчас у нас выделяется 2000, плохо наводится что-то, 2478 ватт. С начала месяца я напалил только 155 киловатт-часов. Вот. Маловато, вообще так мало солнца в этом месяце. Ладно, сковородка наша, я думаю, нагрелась. Уже 187 вольт. Ну, если мало будет напряжения, я могу отключить вот эту всю нагрузку. Вот, и напряжение подскочит. Но это мы сделаем позже. Ладно, идем назад к своей сковородке. Итак, вот я опять возле сковородки. Высыпал я уже картошку. Олейки влил. Масло. И мы слышим, как она шкварчит. Вот тут даже видно, да? Масло. Ну, нагретая она так нормально, но может быть надо ее нагреть сильнее. Как это сделать? Выключить остальную нагрузку, и я думаю, напряжение подскочит, и она начнет жариться веселее. Ну, 187 вольт, наверное, маловато будет. Буду я очень долго ее жарить. Ладненько, сейчас пойдем мы это сделаем.
Итак, вот я возле опять контроллера. И у нас сейчас он показывает 193 уже вольты. Ну, сейчас утро, солнце поднимается, сейчас где-то 8:30, поэтому напряжение растет. Выделяется у нас 2648 ватт, но это все вместе. С обогревателем, бойлером и электроплиткой. Поэтому напряжение вот такое вот низковатое, 193 вольты. А если мы сейчас возьмем и выключим остальную мощность всю, оставим только электроплиту и посмотрим, насколько подпрыгнет напряжение. Опачки, 220 вольт. Ха, идеально. И выделяется у нас 1492 ватты. Ну правильно, 1,5 киловаттная плитка. Так оно и есть. Ладненько, идем назад к сковородке. О, вот это я уже смотрю, веселей пошло дело. 220 все-таки это сила. Это не 190. Картошечка уже наша жарится. Шкварчит. Отлично. Вот. Ну, пока что я даже не вижу различия на сетевом электроэнергии жарю или на переменке сетевой или на постоянке. Жарится хорошо. Ой. Так. Ну, пускай жарится. Так, надо еще крышка. Где моя крышка? Ладненько, пока что нажму на паузу. Пускай жарится. Посмотрим, за сколько времени она пожарится. Вот, картошечка у нас жарится. Прошло, ну, если с паузами, то может быть минут 8-9, не больше. О, что я заметил в этой сковородке, что она какая-то неровная, дно у нее, вот видите, да? Вот так, если видно, она лежит на плите только по центру. Края у нее, ну, не пристают к электроплитке. Какое-то у нее выпуклое дно неровное. Электроплитка, электроконфорка сама ровная, а вот дно у сковородки неровное. Вот из-за этого, конечно, большие потери. Такая воздушная прослойка, она плохо влияет на время жарки. Она должна приставать полностью. Короче, эта сковородка не годится. Надо искать какую-то с ровным дном. Зачем такие сковородки делать, непонятно, я не понимаю. Какие-то неправильные. Так, картошечка наша шкварчит. Сейчас мы ее помешаем. О, уже начинает поджариваться. Я уже ее подсолил. Отлично. Ну так она и быстро пожарится. Сейчас солнечный день. Солнца сегодня хватает. Вообще май он такой у нас какой-то был, да и есть, не солнечный. Совсем не солнечный. Вот это вот выдался солнечный день один. Не один, но... Так, ну пускай жарится, пока что опять нажму на паузу. Вот я опять возле своего вот метра. Пришел посмотреть. Ну, контроллер отключенный. Он, повключались все нагрузки, потому что напряжение большое. Но нагрузка на обогреватель и на бойлер сейчас не идет. Нагрузка только идет на электроплитку, чтобы было большее напряжение. Сейчас мы видим, у нас тут 218 вольт. Было 220. 1460 ватт. Вот при таких вот
параметрах жарится сейчас наша картошка. Ладненько. Вот моя картошечка уже начала подрумяниваться. Видите, да? Конечно, плохо, что сковородка не пристает, не касается полностью до электроконфорки, так бы процесс был бы быстрее. Ну, она и так, я вам скажу, недолго жарится. Ну, сейчас в общей сложности, если вместе с паузами, что я нажимал, это прошло, может быть, если сейчас 10 минут, то ну, минут 12-13 где-то прошло. Может, нет, 14 даже еще и не прошло. Ну, вижу, что уже процесс близится к своему завершению. Жарки. Так, картошку я посолил уже, чтобы второй раз не посолить. Ладненько, накрываем. Пока что на паузу. Вот. Ну, короче, процесс близится к завершению. И моя картошечка уже, ну, почти готовая. Вот. Ну, что я вам скажу. Очень неплохо и быстро она пожарилась. Даже, я бы сказал, быстрее, чем на моей сетевой электроплитке, потому что у меня там, ну, сетевая электроплитка китайская, она там с таким выключателем клацающим. Там такой выключатель, оно клацает там по току или по чему, или по нагреву, оно то включается, то выключается, поэтому там она дольше жарится. А тут постоянно идет нагрузка на эту конфорку, ну, она рассчитана под переключатель мощности, там больше, меньше, а сейчас она у меня практически работает на полную мощность. Вот. И еще что мне нравится в высоком напряжении и постоянке, что я вот проложил вот такой вот кабель, обычный, самый дешевый, алюминиевый, 2х4 кабель, 2 жилы по 4 квадрата, 5 гривен метр он стоит. Думал медный брать, а потом думаю, зачем мне медный этот, за него платить там 16 гривен или даже еще дороже. Если можно взять вот такой вот алюминиевый, он гнуться не будет, это ж не переноска. Проложил, сколько у меня тут получается, от контроллера я проложил где-то метров 15, около того. О, и он при такой нагрузке, он не греется, он даже, ну, не теплый, ну вообще никакой он. Вот вам высокое напряжение, что значит. Постоянки. Не надо какие-то такие куплять с палец кабеля, как на 12 или 24 вольты. Там будет куча потерь. Как я недавно видео тоже видел у Игоря Квачуна. Там он показывает, какие потери при 12-24 вольтах 48 на 20-метровом кабеле. Вот. Тут таких потерь, я думаю, может быть, какие-то есть такие незначительные потери. Но я их не замечаю. Там, по нагреву кабеля, ну, мне кажется, оно доходит все, что там вышло, те 1,5 киловатта, так они сюда и доходят. Я, правда, тут напряжение не мерил, но я не думаю, что оно будет здесь меньше за 200, там сколько у нас было, 220 или 218, я так не думаю. Думаю, что будет такое же самое здесь напряжение. Так, что тут наша картошечка? Картошечка, по-моему, уже и пожарилась. Да. Даже уже местами она чересчур пожарилась. Вот. Ну, все.
процесс пришел к завершению. Картофанчик готовый. Вот, сегодня я вам показал еще один способ использования солнечной энергии, солнечных панелей напрямую, без всяких инверторов, аккумуляторов, прямо с панелей, собираете последовательно, подключаете и, пожалуйста, можно варить еду, ну, когда, конечно, днем, летом, вот. Еду можно варить, там у меня еще есть видео, бойлер греть, отопители какие-то подключать, обогреватели, ну, в принципе, довольно широкий такой спектр применения вот этой постоянки 220 вольт. Вот. Пока что у меня нет этого сетевого инвертора. Стоит он 5-киловаттный, думаю я его брать. Ну, пока что денег нет на него. И я вот так вот использую свои панельки, чтобы они зря летом не стояли. Вот. Варить еду надо всегда, и летом, и зимой. Хотя там, может быть, на бойлер, на обогреватель меньше будет уходить энергии летом, но на варку пищи, приготовление она будет уходить. Ну, вот как-то так. Можно использовать. Ну и я, между прочим, очень доволен таким способом использования. Экономия электроэнергии, меньше за свет буду платить. Ну, короче, надо выключать электроплиточку. Все. Ладненько. Всем пока. До следующих видео.